В эту тихую новогоднюю ночь мир вокруг был окутан снегом, огнями и праздником. Мальчик, оставшийся сиротой после трагической автокатастрофы своих родителей, стоял на пороге дома своего родного человека на этой земле, дяди. Этот человек был его единственным родственником, но между ними не было ни любви, ни понимания. Дядя постоянно обижал племянника, говорил, что он мешает ему жить, что он бездомный щенок, который прибился к его дому. И вот, в самый разгар праздников, дядя сказал, что мальчику не место в его доме. «Убирайся с моего дома, щенок!» Только и закричал он, с явным раздражением в голосе. Мальчик, ошарашенный и растерянный, не успел произнести ни слова. Он просто вышел в холодную ночь, не зная, куда идти. Шел по снежной улице, не чувствуя ни холода, ни усталости. Его мир рухнул, но он не знал, что делать. Мальчик пришел в приют для детей. Здесь, в тепле и безопасности, он нашел уголок, где смог забыть о боли, унижении и обиде. С каждым годом он становился все более независимым, обретал уверенность и силы, чтобы жить дальше в этом жестоком мире. Время шло, и мальчик вырос в успешного мужчину. Он построил бизнес, стал уважаемым человеком и вскоре купил себе огромный дом, о котором раньше даже не мог мечтать. Однажды, спустя годы, его дядя пришел к нему. Узнав о его успехе, он решил, что теперь может попросить прощения. Пожилой мужчина пришел с надеждой, что время стерло старые раны, но встреча с племянником не принесла облегчения. Племянник, увидев его, почувствовал лишь холод и обиду. Он вспомнил все унижения и годы одиночества, которые ему пришлось пережить. И хотя дядя говорил о прощении, извинений не было достаточно для того, чтобы стереть те раны, которые оставались в его сердце. Он не хотел больше видеть этого человека в своей жизни. Ушедший из его детства, дядя не мог найти своего места в его мире. Племянник не знал, что ответить, и просто закрыл дверь. В этом жесте не было злости, лишь твердая уверенность в том, что его жизнь – это его выбор, и он больше не хочет возвращаться в прошлое. Когда дядя ушел, племянник остался в своем доме, в котором теперь не было места для старых обид. Он чувствовал, как тяжесть прошлого наконец-то отступила, и он мог жить так, как сам выбрал. Вот такая удивительная история. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.